Всем привет. Давно не виделись. Даже не знаю, что вам рассказать. Я имею в виду, я даже не знаю, какое интро сделать. Поэтому давайте не будем делать интро. Давайте сразу поговорим на тему, на которую мы сегодня будем говорить. Итак, если вы подписаны на мой Patreon или на мой Boosty или на что-то такое, то вы видели видео о существах славянской мифологии. И сегодня я решил сделать похожее видео, только рассказать на этот раз про богов славянской мифологии. Итак, если вы не знаете, то раньше, когда-то очень давно, может быть, 1000 лет назад или чуть больше, чем 1000 лет назад, я не уверен, не в России, но на территории России была старая религия. Раньше на территории России было язычество, славянское язычество. Язычество – это религия, в которой много богов. Может быть, вы знаете скандинавское язычество или, может быть, старую греческую религию. Короче, вы поняли идею. Раньше на территории России была языческая религия. И сегодня я хочу рассказать вам, показать вам некоторых богов славянского или восточнославянского язычества. Хорошо. Сразу должен сказать, что я не эксперт. Я вообще очень плохо знаю историю, и ничего я не знаю про русскую, про славянскую культуру, так что это будет дилетантское видео, но я думаю, это лучше, чем ничего. Если вы хотите более серьезно изучить этот вопрос, я рекомендую открыть ChatGPT или Google. Окей. Так, сейчас я открою сайт. Я буду читать информацию на сайте и рассказывать ее вам в импровизационной форме. Окей. И я думаю, здесь или здесь будет белый экран, чтобы я мог показывать вам картинки. Короче, начинаем. Первый славянский языческий бог – это Род. Не этот род, а вот этот род. Род. Но в номинативе мы бы сказали род. Итак, род – это типа фундаментальный славянский бог. Род – это самый древний, первый бог, который создал весь мир, который создал реальность. Род – это высший супер мета гига гипер бог, который контролирует всех. Нет, не контролирует, но который дал жизнь всем другим богам. И вы посмотрите на него. Он выглядит серьезно. Хорошо. По легенде, Род появился из яйца. Если вы думали над дилеммой курицы и яйца, то славянская мифология говорит вам о том, что яйцо было первым.
Сначала было яйцо, потом появился род. Хорошо. Следующий бог Сварог. Сварог. Кстати, должен сказать, что, конечно, я не буду рассказывать вам про всех богов славянского язычества. Я расскажу вам только про тех, которых я лично, не лично, но которых я знаю. Я расскажу вам про тех богов, о которых я слышал хотя бы чуть-чуть. А так, этих богов очень-очень много. Окей, следующий бог Сварог. Сварог – это сын рода. Сварог – это сын рода, который продолжает развивать и улучшать все творения своего отца. Сварог продолжает совершенствовать, улучшать все, что создал род, все, что создал его отец. Сварог – это бог огня и бог-кузнец. С помощью своей огненной энергии и с помощью кузнечного ремесла он может создать все, что пожелает. Он может создать все, что он захочет. Окей. Следующий бог Перун. Перун – это сын Сварога. Да, то есть был род, у рода был сын Сварог, и у Сварога сын Перун. Смотрите, Перун – это аналог Тора в скандинавской мифологии или аналог Зевса в греческой мифологии. Перун – это славянский бог, который живет на небе и кидает молнии. Он кидает молнии, и он типа, такой альфа-бог. Крутой бог, который контролирует всю мафию. И это центральный бог военного искусства, который постоянно, всегда сражается со злыми духами. Хорошо. Я думаю, что понятно. Вообще должен сказать, опять же, я не эксперт, я ничего не знаю, но я слышал, что в славянской мифологии есть как элементы скандинавской культуры, так и элементы восточной культуры. Например, я слышал, что некоторые боги в славянской мифологии – это аналоги богов из иранской мифологии. А Иран – это, если я не ошибаюсь, это персидская культура. Мы знаем, что Россия – это немного странный мир между Западом и между Востоком. Хорошо. Так, надо попить чай. Ладно, надо продолжать. Короче, следующий бог Велес. Велес. Велес – это странный тип. Это, бог, который живет на земле. И это противник Перуна. То есть Велес и Перун – это, лидеры разных банд, и у них не очень хорошие отношения. Перун живет на небе, Велес живет на земле. И, кстати, я слышал, что у них были проблемы из-за женщины. Ладно.
Итак, Велес – это бог животных, бог торговли, и также люди ассоциируют Велеса с магией. Короче, Велес – это такой экстраординарный тип. Если, давайте так, на языке зумеров, если Перун – это типичный альфа-самец, то Велес – это русский сигма. Это русский сигма, который, скажем так, тоже крутой мужчина, но он живет на земле в андерграунде. Вот. Ну, это если простыми словами. Хорошо. Велес живет между миром живых и между миром мертвых. Да, кстати, еще я слышал, что люди ассоциируют Велеса с искусством. И Велес – это важная фигура для музыкантов и художников, например. Окей. Следующий бог, а точнее богиня, это Мокош. Мок или Макош. Сейчас. Я не уверен, как это читается. Мокош. Макош или Мокош или Макош. Короче, в интернете написано Макош, но в этой статье написано Мокош. Я не знаю, как правильно. Давайте говорить Макош. Короче, Макош – это не бог, это богиня. Бог – мужчина, богиня – женщина. Макош – это богиня земли и плодородия. Плодородие – это когда, давайте скажем так, плодородие – это термин, который говорит о том, что растения хорошо растут, что деревья, трава, растения, овощи, фрукты – все хорошо растет, и с землей нет никаких проблем. Итак, Макош – это одна из главных женских богинь. Макош ассоциируется с пряденьем. Я думаю, правильно читается пряденье. Вот это феномен, вот это вот искусство называется пряденье. Давайте посмотрим. Пряденье, как читается. Прядение. Правильно читается прядение. Окей. Итак, Макош – это она ассоциируется с искусством прядения. Глагол в инфинитиве прясть. Вот делать вот эти вот штуки значит прясть. Окей. Короче, Макош – это женская богиня, она ассоциируется с женским аспектом и с каким-то женским вайбом. Окей, так, что со временем? Время есть. Следующий бог – дождь-бог. Дождь-бог. Вообще должен сказать, что есть дождь-бог, а есть Хорс. Некоторые люди говорят, что это два разных бога, дождь-бог и Хорс. Но некоторые люди говорят, что это один бог. Короче, дождь-бог, Хорс – это бог солнца. Это бог солнца, который катается по небу на колеснице. Он начинает ехать утром и возвращается домой в свой мир, когда наступает ночь.
Дождь-бог ассоциируется с солнцем, солнечным светом, и он символизирует благосостояние. Я даже не знаю, как вам объяснить слово благосостояние. Окей, следующий бог Симаргл. Я не знаю, как читается его имя. Давайте посмотрим. Симаргл. Все правильно. Итак, Симаргл. Короче, никто ничего не знает про этого бога, но люди знают, что это собака с большими крыльями птицы. Вот так выглядит Симаргл, но люди не очень хорошо знают, что он делал и вообще какая у него роль. Поэтому переходим к следующему богу. Ой, что-то их очень много. Ну давайте, ладно. Следующий бог – Стрибог. Стрибог или Стрибог, я не знаю. Это бог воздуха. Воздух. Я думаю, вы поняли. Это бог воздуха, который управляет ветром. Он контролирует ветра. У него есть такой магический рог, и он может дуть в этот рог и управлять ветрами на земле. Некоторые люди противопоставляют дождь бога и стрибога. Некоторые люди говорят, что дождь бог и стрибог, это типа как боги-антонимы. Светлый и темный. Хорошо. Следующий бог Ярила. Ярила. Некоторые люди думают, что Ярила – это бог солнца. Но в интернете написано, что это не так. Ярила – это бог весны, бог творчества, бог природных сил, бог страсти и любви. И да, это не бог солнца, но он ассоциируется с теплым сезоном, он ассоциируется с весной, с летом и с летними праздниками. Окей. Следующая богиня Марена. Марена, у нее достаточно темный и негативный вайб. Марена ассоциируется со смертью. Это богиня зимы, которая живет в подземном мире. Она живет под землей. Кстати, у нее есть два имени – Марена или Мара. Марена – это богиня зла и тьмы. Тьма – это синоним слова темнота. Марена ассоциируется с болезнями и с достаточно плохими вещами. Но также в интернете пишут, что в некоторых ситуациях она может делать какие-то хорошие штуки. Окей. Так, что дальше? Сколько время? Время еще есть. Я что-то хотел сказать, но я забыл. Давайте немного фактов о славянской мифологии в нашей жизни. Первый факт. Русские люди, или не русские люди, а восточные славяне достаточно долго не хотели принимать христианство. Примерно 1000 лет назад
когда Россию крестили, многие славяне, многие люди, которые жили в России, сопротивлялись этому. Они не хотели принимать новую религию, они хотели верить в своих старых богов. И в интернете написано, что вот это сопротивление длилось достаточно долго. То есть даже через почти 100 лет были бунты, были восстания против христианства в некоторых регионах. И, да, христианство достаточно медленно адаптировалось на территории России у славян. Это только факты из интернета. Я уже сказал, я не эксперт. Я просто делаю контент, чтобы учить русский язык. Окей. И также я хотел сказать, что сейчас есть люди, которые верят в этих богов. Я думаю, что славянское язычество – это андерграундная, непопулярная, но, может быть, официальная религия в нашей стране. Здесь, может быть, я покажу вам фотографии современных русских язычников, современных людей, которые верят в славянскую мифологию и живут по традициям славянского язычества. Вот. И я даже знаю, что, например, если вы христианин, если вы из христианской культуры, но вы хотите стать язычником, вы можете прийти к этим людям, они проведут какой-то ритуал, вы отречетесь от Иисуса Христа и сможете вернуться к старым традициям. Окей. Наверное, это все. Тут, конечно, еще очень много всяких богов, но я думаю, что видео уже достаточно большое и достаточно информативное. Ой. Сейчас, секунду. Я ногами двигаю штатив. Нормально. Короче, на этом все. Да, конечно же, поставьте лайк к этому видео. Если не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. И если вы хотите смотреть больше интересного и неинтересного контента для изучения русского языка, для развития ваших навыков понимания русского языка, то вы можете подписаться на мой профиль в Бусти или на мой профиль в Патреоне. Я регулярно и не очень регулярно делаю премиум видео только специально для людей, которые подписаны на меня в Патреоне или в Бусти. Окей, всем большое спасибо. Людям, которые верят в Бога или верят в богов, мой респект, атеистам мой дизреспект. Но я всем вам желаю удачи. Увидимся в следующий раз. Пока.